Supercell официально признали, что используют искусственный интеллект в своих играх, и среди инструментов, которые не используют, действительно есть ChatGPT. Если вы в шоке с этой инфы, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а мы начинаем. Supercell уже использует нейросети, чтобы ускорять кодинг в играх, чтобы быстрее находить ошибки и собирать игровые билды. ИИ помогает им исправлять баланс, проверяя огромное количество данных, которые человек не сможет физически обработать. И вот здесь сразу хочется вспомнить Моко. Для такой игры, где куча боссов, разломов, видов оружия и будущих классов, нужен просто безумный объем работы по балансировке. И логично предположить, что именно ИИ помогает команде Моко быстрее находить сломанные связки, подрезать слишком сильные комбинации и делать так, чтобы игра оставалась сложной, но честной. Нейросети уже принимают участие в креативе, помогают с артами, с музыкой, созданием видео и анимаций. Команды проходят тренировки по работе с ИИ, чтобы лучше понимать возможности их инструментов. А сама компания использует искусственный интеллект для обработки информации, анализа рынка и даже для взаимодействия с игроками. И если смотреть именно на Моко, где каждая локация выглядит как отдельный мир с кучей деталей, а боссы имеют очень уникальные анимации и атаки, очень похоже, что ИИ там уже активно помогает художникам и аниматорам. Не в том плане, что нейросеть рисует все вместо людей, а в том, что она ускоряет прототипы, наброски, варианты эффектов и анимаций, чтобы команда могла чаще и быстрее выпускать контент. ChatGPT у них тоже есть в списке, но разработчики пока не раскрывают, где именно его используют. Возможно, для внутренних подсказок, генерации текстов или обучения сотрудников, но точной информации пока нет. Я вообще не удивлюсь, если в будущем именно с помощью таких моделей они будут придумывать описание боссов, сюжетные реплики в Моко и диалоги с NPC, чтобы мир игры ощущался еще более живым. Стоит отдельно отметить заявление геймлидера Brawl Stars Фрэнка по поводу этой новости. Он сообщил, что Brawl Stars не использует ИИ для артов или музыки. Единственный случай был с музыкой события Уно, но она даже не успела выйти в обновлении и была удалена. Сейчас они используют ИИ только для умных игровых ботов. И честно говоря, судя по тому, что происходит в Моко, реально похоже, что такие боты там уже работают. Иногда их просто не отличить от игроков, они кидают злые или радостные эмодзи, танцуют после победы и выбирают правильные цели в разломах и ведут себя очень естественно. Чаще всего такие боты имеют серый ник, и если вы видите такой, скорее всего вы играете не с реальным игроком. И вот это уже прям реально явный пример того, как ИИ живет внутри Моко. Он не просто сидит где-то в коде, а реально влияет на ваш игровой опыт, создавая ощущение живого напарника, даже когда у игры сейчас небольшой онлайн. Если копнуть еще глубже, для такой масштабной игры как Моко, где им необходимо постоянно добавлять новых монстров, боссов, разломы и системы прогрессии, ИИ может стать ключевым инструментом. Вполне возможно, что нейросети помогают команде уже на стадии прототипов боссов, генерируют идеи атак, фаз, паттернов, поведения, а дизайнеры потом вручную доводят все до ума. То же самое с разломами. ИИ может помогать тестировать разные комбинации врагов и декораций, чтобы все ощущалось уникальным, а игроки не выгорали от однообразия. Плюс ИИ также работает в техподдержке и помогает масштабировать работу с огромной аудиторией. Supercell сказали, что это только начало, и дальше внедрение будет только ускоряться. И если сейчас мы видим уже умных ботов и быстрые изменения баланса, то через пару лет Моко превратится в игру, которая не просто обновляется по расписанию, а подстраивается под игроков почти в реальном времени. Supercell сейчас реально вкладываются в искусственный интеллект, открывают новые ИИ лаборатории в Хельсинки и Сан-Франциско, где нанимают специалистов. На конференции Rovicon глава направления ИИ в Supercell сказал, что у ИИ сейчас самые большие изменения со времен промышленной революции, и что игровая индустрия одна из первых прочувствует это на себе. Он объяснил, что сейчас меняется все, как игроки проводят время, как создаются игры и как работает индустрия. Игры становятся социальными площадками, ожидания аудитории растут, а цифровой контент становится частью повседневной жизни. В процессе разработки тоже все меняется. Инструменты обновляются быстрее, чем разработчики успевают к ним привыкнуть. Особенно быстро растет агентный ИИ, виртуальные работники, системы, которые могут обрабатывать такие объемы данных, с которыми никогда человек бы не справился. Также Supercell отметили, что Китай движется вообще с невероятной скоростью. С точки зрения индустрии, ИИ сделал генерацию контента настолько быстрой, что впервые в истории развлечений само создание контента перестает быть проблемой. Узкое место теперь не производство, а то, что делать с таким количеством возможностей, как это использовать и как сохранить качество. И вот тут Моко идеальный кандидат, чтобы показать, как ИИ может работать не просто как фича, а фундамент всей игры. Если им действительно удастся построить систему, где разломы, боссы, задания, возможно даже ивенты будут опираться на ИИ инструменты, то игра сможет расти и меняться годами без ощущения повторяемости. Supercell выстроили стратегию из 3 больших направлений. Первое — дать сотрудникам сверхспособности, чтобы люди делали больше за меньшее время. ИИ ускоряет разработку, создает код, помогает генерировать арт-идеи, автоматизируя повторяющиеся задачи. Для Моко это означает быстрее выпускать новые миры, реворки прогрессии, обновленные системы классов и сложные босс-файты, не убивая команду переработками. Второе
Второе направление более эффективное – управление играми. Речь идет про прогнозирование поведения игроков, персонализацию действий, оптимизацию удержания, адаптацию монетизации и круглосуточную поддержку игроков по всему миру. В контексте мока это может означать, что игра будет лучше понимать, как вы играете и подстраиваетесь под события, задания или даже сложность под ваш стиль игры. И третье – инновации, то есть они внедряют ИИ прямо в игры, создавая новые жанры, новые механики и развлечения, основанные на Supercell вселенных. И Моко как раз выглядит тем проектом, где они могут экспериментировать с ИИ больше всего. Представьте себе рейды, которые каждый раз немного меняются, боссов, которые подстраиваются под вашу тактику, или миры, которые растут вместе с комьюнити. Все это как раз и ложится в третье направление их стратегии. Чтобы двигаться по этому пути, Supercell разделили ИИ инициативы на 3 горизонта. Это помочь командам работать умнее и быстрее и улучшать сервис для игроков, тестировать, как ИИ может работать в новых играх и перестроить успешные идеи в существующие проекты и экспериментировать с тем, что еще никогда не делалось. Это исследование новых концепций, смешивание жанров и создание совершенно новых форм интерактивности. Supercell также сказали, что если думать только о первых 2 горизонтах, игры станут скучными, а если думать только о третьем, то ничего полезного не получится. Поэтому важно держать баланс и развиваться сразу во всех направлениях. И если смотреть на то, что происходит вокруг Моко, очень похоже, что именно эта игра станет одной из главных площадок, где они это проверят, насколько далеко можно зайти с ИИ в мобильных играх. Вот такие вот новости, ребят, я очень постарался над этим роликом. Если вы хотите меня поддержать, поставьте лайк, подпишитесь, и я буду дальше продолжать развивать этот канал вместе с вами. В субботу, по идее, должен выйти новый подкаст Моко 2.0, а также сникпики у официальных ютуберов. Я не знаю, успею ли я разобрать все новости к моменту выхода ролика. Если нет, то это видео выйдет в следующий вторник. Но я обязательно поделюсь своими первыми мыслями о Моко 2.0 в своем телеграм-канале Моко ПКД. Там новости появляются раньше, чем на YouTube канале. Ссылка в описании. Ну а с вами был Покадиш, спасибо за просмотр. Всем пока!